Вот, смотрите, уже. смотрите, вы видите, там искра ж. Да. Уже Да, попалась прям, туда прям видно, мушка. да. Кажется иногда, что кто-то за тобой наблюдает там снаружи. Просто продеваем крючочек вот сюда, вот в карниз. И все. Это у нас получается фумигатор, который работает от пауэрбанка. Мы проснулись от такого стука в окно. Это такой ужас был, как сразу откинули шторку, и что мы там увидели, Сергеич? Смотрите, как это быстро. Раз. Угу. Два. Как мы здесь ехали зимой, а? Ну, поэтому все бампера и пообломали. Я не могу понять, как мы здесь зимой-то ездили, а? О, ого, Красота! обалдеть просто. Какая красота! Да. Ох, какая красота. Да. Сейчас где-нибудь встанем. Красота тут просто неописуемая, друзья. Как давно мы не были на природе. Вы посмотрите, какая красота. И воздух свежий, все цветет здесь. Живности тоже очень много. Но сегодня ночью обещают ливень сильный и грозу. Так что, наверное, будем сейчас выезжать отсюда, потому что дорога достаточно тяжелая здесь и можно закопаться. Поэтому такие дела. Такие перепады сильные. Да, вот так, вот так. Едем. Проверяем. Кстати, очень хорошая проверка, да. Поставили мы новые амортизаторы. И вот столько диагоналок уже мы прошли. Вообще прям здорово. Здесь на пониженный идем. Потому что, чтобы сцепление не жечь. Ну, места красивые, конечно.
все размоет. Потом копаться не хочется. Вот такой вот у нас сегодня лагерь, друзья. Какая красота тут. И Александр Евгеньевич готовит нам очаг. Настал у нас сезон летающих кровососов, гнусов. Уже нас кусают, едят заживо. Так что сейчас, может быть, полынь еще закинем. Может быть, какой-нибудь дымок нам поможет от них избавиться. Посмотрим. И приготовить надо что-то вкусненькое. Повесили тюль, чтобы хоть немножко защитить наше пространство от гнусов. Красота. Александр Евгеньевич там колдует с костром. Сангенич, как настроение? Отлично. Хорошо, да? Такой лагерь у нас. Да. Надо, кстати, знаете, залить рукомойник водички. Ага. Водички у нас много. Ну, давайте эту возьмем. Смотрите, как здорово, друзья. И солнце там уже собирается к закату. Никому не надо просить помыть руки. Вот. Зальем сюда. Ой-ой-ой. Вот так. Смотрите, как мы немножечко доработали наш рукомойник самодельный. Снизу вот такой вот кембрик насадили, чтобы кисточка туда вовнутрь не западала. Так вот. Вы знаете, на меня, по-моему, что-то капает. Да? Пару раз капнуло. Помните, в прошлый раз грибы, когда жарили тут? Тоже сколько раз мы под дождь попали. Но сегодня дождь будет точно. Особенно Да. ночью. Нам нужно до темна успеть приготовить, поесть. Кстати, поесть надо, да. У нас сегодня что-то вкусненькое, по-моему, будет, да? Да. Хотя на костре всегда вкусненько.
Там на улице такой ветер и столько насекомых, а здесь прям хорошо. Сегодня мы взяли с собой брикеты древесно-угольные. Будем готовить на них. Так что будем сейчас закидывать их туда и зажигать уже. Красота-то какая, вы посмотрите. Один к одному. Как камни. Прикрыли наши овощи пока, чтобы мухи не ели. Там уже угли подходят потихоньку. Эти колбаски невероятно вкусные. Они уже вот шашлыком пахнут просто. Настоящим шашлыком. О. На улице такой ветер, поэтому мы решили занести столик сюда, в машину. И ужинать будем здесь. Осталось пару колбасок дожарить, ну и чайник поставить на огонь. Сейчас сложим все вещи. Тент тоже надо сложить, потому что скоро ливанет дождь.
Я вот в машине. Слышите, как там бушует ветер за окном? Такие там вихри. Да. Даже жутковато. Александр Евгеньевич там любуется красотой. Ветер ему нипочем. Так быстро стемнело, да, Не Сангеич? говорите. Только вроде бы жарили там колбаски, и уже стемнело. Ну, не стемнело, но уже опустилось солнце. Пришло время зажечь фонари. Да. Налобный я тоже взял вот, Угу. на всякий случай. Так. Угу. Где он там? Вот так. Вот. Да будет Это свет. куда? А вот сюда Куда? вот. С вашей стороны давайте. Ну, давайте. Вот хорошо. Ага. Светло. Раскладушку мы пока сложим. Вот так. И у нас будет спокойно столько вот места, чтобы ходить, выходить. Заходим. Вот так. Слушайте, вы слышите, как будет, да? Ой. Буря мглою небо кроет. Правда, вихри у нас не снежные, Ага. но еще какие Скоро зато. будут. В машине тепло, кстати. В машине даже не сказал бы жарко, но нормально. Вот так вот. Все. Наш скромный ужин готов, друзья. Так пахнет тут шашлыком. Не говорите. А там такой ветер бушует. Вы слышите, кстати? Слышно, слышно, думаю. Так, ну давайте наш. Классно. Хлебом пахнет. Люблю вот такую курочку. Ага. Ну вот вам и оторвал. Такая румяная. Да. Ой, как пахнет. Давайте снимать пробу. Да, попробуем сейчас. Так. И хлеб вкусный. Друзья, всем приятного аппетита. Приятного Кто сейчас за аппетита. столом. И мы попробуем. Так. Вы посмотрите. Слушайте, это нереально сочно. Сочные, да. Ну, прям как шашлык. У меня аж слюнки текут. Приступайте. С лучком, с лучком. Обалденно. Сок брызгает аж, а? Он сочный очень. Вам нарезать тоже? Луком. Или Нет. вот так? С луком прям вот классно заходит. Да, прям вообще красота такая. Класс? Обалденно, друзья. Приятного аппетита. Приятного аппетита всем. Возьмем еще один. Причем в натуральной оболочке. Прям вообще, да? Нереально вкусно. Класс. Смотрите, они такие сочные-сочные. Слушайте, это нереально вкусно. Прям сочно, жирно так. Просто лук. Мне кажется, лук
вот этим колбаскам он лучше всего подходит. Но надо отдать должное. Лук какой-то вкусный, он какой-то сладкий аж. Что за лук такой? И мариновать не надо, да? Мариновать мясо не надо. Уже готовый шашлык. Это очень вкусно. Прям очень. Помидорку кушайте. Угу. Я только что съел, кстати. Колбаски оказались очень-очень вкусные. Даже больше. Они реально идеальные просто. Просто идеальные. Что-то мы с такой скоростью до колбаски поели. Они же прям проглатываются. Хочется чаю, а чай у нас заварка находится вот в том ларце, Сангенч. Здесь? Ага. А вы его сюда вытащите? На него. Ага. Кстати, он тяжелый такой у нас. Да, у нас сегодня там, Слушайте. как всегда, специи, яйца. А, у нас еще и яйца есть. Да? Ага. Десяток яиц у нас свежих. Вот, по-моему, чай, да? Вот чай. Хорошо, мы поужинали, заварили чай, сладкое достали. Александр Евгеньевич пошел печку собирать. Вот, уже почти полностью сложил. Сейчас зайдет, будем чай пить. Сколько живности тут залетело. Какие хотите. И комарики, и мухи, и мошки. И даже такие, которых мы просто не знаем, как они называются. Это зеленый какой-то, да? Да, разных цветов. Ну ничего, мы Да, вот сегодня... здесь еще над нами тоже летает. Ага, да, и вот здесь, вот прямо над головой сидит. Ой, красавчик. Ну, сегодня будем использовать свои гаджеты. Сангенич, собрали там Да, печку. готов печку. Ветер может унести. Это уже так. Там очень сильный ветер. Слушайте, у нас как раз, по-моему, чай, да? Здесь Да. Чай подошел уже заварился у нас хорошенечко. Достали фонари. Сейчас будем зажигать их. Будет красиво, атмосферно и тепло. Здесь надо, кстати, зажечь. И вот этот инфракрасный свет, да? Ага. Горел. Да, против комаров. Вот этот вот. Ну, пока, когда он Ага. горит, его еле видно. Ну-ка, дайте я вот так сделаю. Вот, вот, как Красота, ночник, да? Да. Вот, вот, смотрите, уже. смотрите, вы видите, там искра ж. Да. Уже Да-да-да, попалась прям, туда прям видно, мушка. да. Что-то там было, прям искрой ее ударило. Я, кстати, Муха? первый раз увидел это. Слушайте, это интересно. Да, ее прям и с той стороны сейчас ударило. Да, будем ночью Вот, наблюдать. вот она, видите, вот. Да, Она вижу. внутри, вот я сейчас сделаю так. Ага. Прикольно, слушайте. Да, она прям, смотрите, искрой бьет их, оказывается. Ага. Я Давайте не видел включать. даже. Давайте включим. Ой. Ага. Вот здорово. Там туда заполз аж. Угу. Вот так не видно, вот так вот. А то здесь Вот, прям вот он там. очень много разных. Да, и вот он не может почему-то оттуда вылететь. Смотрите. Его видно? Да, Ага, ага. Ловушка такая. Угу.
Друзья, всем желаем здоровья, счастья, мира и добра. День. Классный чай, классный. Офига. Класс. Смотрите, шторки у нас вдоль стенки полностью задвинуты, а вот заднее стекло у нас не зашторено. Иногда бывает такое ощущение не очень приятное, когда сидишь в машине и не видишь, что там за стеклом происходит. И кажется иногда, что кто-то за тобой наблюдает там снаружи. Вот поэтому нужно зашторить вот это стекло тоже. Мы купили вот такие вот карнизы магнитные для окон. И к ним же прилагалась шторка. Вот хотели повесить сзади на заднее стекло. Но шторка сама не ровно прямоугольная, а вот здесь вот по косой становится все короче и короче. А вот здесь вот подлиннее. Посмотрите, друзья. Вот мы приложили магниты. Здесь вот они так легко цепляются, это здорово. Но вот здесь вот шторки свисают вперед немного. Если приложить к стеклу, вот эта вот длинная часть, она еще более-менее. А вот эта вот короткая часть, она уже стекло не закрывает у нас. Вот. Ну и сами шторки нам не очень понравились. Гофре. Не очень нам понравилось. Линии такие немного получаются косые. Вот поэтому мы решили заменить сами шторки на другие, на самодельные. По бокам карниза вот такие вот заглушки имеются. Вот их нужно будет снять. Они легко снимаются. Вот так вот. А шторки сами на вот таких вот крючках. Вот такие крючочки. Ну, легко снимается штора. И в комплекте, кстати, вот таких крючков очень много. А это наши шторки, которые мы сами пошили. Они из ровной такой ткани, тоненькой, легкой. Это изнаночная сторона. А вот это вот лицевая. Сейчас наденем. Тоже крючочки уже пришили сразу, чтобы легко было надевать на карнизы. И вот таким вот способом, легким, смотрите, просто продеваем крючочек вот сюда вот в карниз. И все. Вот такие вот шторки у нас получились. И теперь уже точно понятно, что снаружи нас не видно. И длина везде одинаковая. Чуть подлиннее, чем вот эти вот родные шторки. Да, гораздо длиннее. Ну, сантиметров на 5 точно. Наши длиннее, самодельные. И какой большой плюс есть у этих карнизов с крючками. То, что шторки можно вот таким вот легким движением руки отодвинуть, подвязать вот здесь вот красиво,
Кстати, вторую точно так же. Отодвинуть. Подвязать. А можно даже и не подвязывать. Вот так вот оставить. Ничего не мешает. Здесь только подровнять нужно. Но здесь вы уже можете сами регулировать высоту. Можно выше поднять карниз, ниже. Ну, мы вот таким вот образом установили их. А ветер за окном так бушует, а? Да, жутко, да? Ну. Прям очень жутко. И, кстати, мне такое ощущение, что скоро и начнется дождь. Да, там такое ощущение. Там темно. Да. Все, пришло время всяких гаджетов. Это такая интересная штучка, кстати. Вот, смотрите. Мы уже использовали ее один раз. Работала. Так, это у нас получается фумигатор, который работает от пауэрбанка. Мы сюда сейчас установим таблетку. Так. И на ночь нам ее хватит. Вот, таблеточку сюда. Закрываем. Так вот. Кстати, вот здесь можно как-то его еще, видимо, не знаю, он как-то должен открываться вот так, видимо, он ставится, что ли. Только как его ставить, если он от пауэрбанка работает? Смотрите, вот сейчас мы его втыкаем в пауэрбанк. Вот, и оно загорается. Все, оставляем на нашем столике. Да, наверное, здесь вот. Угу. В прошлый раз, кстати, именно так и было. Вот так положим. И он работает. Вот так, друзья, мы и сидим, отдыхаем посреди степи, только одни, в нашей машинке маленькой. Такой ветруган там на улице, аж машину вот так вот качает. И тучи гонит к нам. Так что скоро будет, наверное, дождь. Наверное, будет ливень. Обещали проливные дожди. С грозой. Угу. Лишь бы мы громотводом не стали. Кстати, да, мы как тополь на плющихе тут. В степи только мы. Угу. Такой ветер там бушует. Ветер нереальный просто. Машину аж качает. Да. Да, ужас. Напомнил мне одну историю из нашей жизни. Как-то однажды зимой, ого, была сильная метель. И видимость, ну, практически нулевая была. Прям молоко, да? Вокруг. Ничего не видно было. Ну, мы оставили жерлицы вокруг машины. Сами, значит, залезли в салон, зашторились и спать легли. Еще так крепко заснули под звуки метели. Вот это прям снежный, сильный буран. Да. И примерно 4 утра было. Может быть, чуть больше, начало 5-го. Мы проснулись от такого стука в окно. Это такой ужас был, как сразу откинули шторку. И что мы там увидели, Сангеич? Мы там увидели рыбака, который потерялся, заблудился на большом озере и не мог понять, куда ему ехать. Да. Но это было ужасно, это ужас был просто. Я вообще проснулся, как будто вот во сне что-то вот кувалдой как будто стучат. Я даже не понял, где. Он не один раз стукнул. Нет, он прям панически стучал. Да, он прям ломился к нам в окно. И я даже не мог понять, где я нахожусь. Я просто просыпаюсь, а мы, оказывается, в машине на озере. Из-за вот этой сильной метели он, в общем, потерял тот берег, на который ехал. Да, заблудился. И, как он сказал, что он на счастье встретил нас.
Какова была вероятность в такую метель, где никого вообще нет, и Да мы не вообще думали. никакой видимости совершенно? Какова вероятность была вообще кого-то встретить, да? Ну, Там ни одного рыбака вообще на озере не было. Мы одни. Дураков не было. видимо, это вот судьба какая-то. Ну да. Ага. В общем, мы ему подсказали, где находится тот берег, который он ищет. И он успешно уехал. Да, такая вот история. Вот дождь пошел, О, кстати. дождик пошел. Да. Дождик Слышали? пошел. Вот он пошел. Да, дождик вовсю. Капельки, смотрите, какие. Крупные такие. Слушайте, здорово, да, Сангеич? Как раз мы Конечно, здорово. про стук рассказываем, да? И как раз застучала тоже снаружи. Интересно. Будем прорываться с боем. Степь Ну. размоет. Ну ничего, нам не страшно. А хорошо, что мы там все-таки в лесу, да, не остались, решили Нет, там уехать. посложнее. Там грунт такой, он более разбивается, Ага. носит колеи там такие, это ужасно будет. Сангенич стулья занес сюда, чтобы они не промокли там на улице. Ну и пусть стоят тут дополнительные ребра жесткости для нашей кровати, так сказать. Сейчас опустим наши самодельные раскладушки и сделаем себе 2 хороших спальных места. Смотрите, как это быстро. Раз. Угу. И два. Все. Готово. А ну-ка продемонстрируйте, Сангенич. Можно спать и так. А подушку-то вот надо взять. Ну, я имею в виду, что можно спать и головой туда, Ага. и к багажнику. Но нам больше нравится вот таким вот образом. Давайте так. О. Показываем все в онлайне, да? Как говорится, в онлайне. О. Вот. Как хорошо. И посмотрите, друзья. Вот это классно. Слушайте, Сангеич, так вы не дотянулись, оказывается, да? Чуть-чуть не Ага. дотягивайся. Потому что этот способ, он немножко длиннее. Кто помнит, мы раньше здесь фанеру общую ставили, да? Да. Там тоже были стулья, как ребра жесткости, и общая фанера. И тогда у нас выходило 166 или 167 сантиметров в длину. А в ширину у нас выходило 104 сантиметра, по-моему, если я не Ну, ошибаюсь. в самой узкой. Да, в самой узкой точке. части, где вот здесь вот Угу. подкрылки идут. А сейчас у меня рост раньше был 170 сантиметров, сейчас думаю, что чуть-чуть ниже стал. Ну, даже. Становлюсь старый. Даже если 168, Ну, 168, ну, может, 169. В любом случае. 168. Вот. Ну, смотрите, вот. Спокойно я лежу. Вот так. обалденно. Да, хорошо, можно здесь даже повертеться. И в Главное, машине вот тепло. это не задевать. Ну, Да. тепло, мы еще сейчас укроемся. Спальники мы сегодня не брали. У Из нас- города выезжали, сколько? Плюс 30 было. Да, у нас эти дни совсем было жарко, 30 плюс. Так что взяли вот такое вот покрывало, будем укрываться. У нас 2 таких покрывала. Вот. Вот это вот под ним у нас одеялка. Так что одну покрывало мы заберем тоже укрываться. Вот и второе тоже. Все, друзья, мы уже приготовились спать. Снова дождик там стучит по крыше. Будем спать под такой приятный звук дождя. Спокойной ночи. Всем спокойной ночи.
раскаты грома и молнии. Не успела заснять молнию. Как будто день наступил, такая сильная была. Мощная. Ничего не видно там.